Всем привет, дорогие друзья! Мы снова в Санкт-Петербурге, и это снова наша передача, в которой мы знакомимся с реакционерами. Перед тем, как мы начнем, я озвучу имена победителей нашей традиционной викторины. Кстати, в конце этой передачи мы снова сделаем викторину, но уже, я думаю, что сделаем ее намного сложнее, потому что, мне кажется, все-таки нету ни одного кадра, которого вы не знаете. Итак, правильный ответ был... В жизни раз бывает 65 лет. Юбилейный концерт Игоря Крутого в 2019 году на ВТБ-арене, и он еще называется по-другому как «Ледовое шоу». «Ледовое шоу ВТБ-арена». Правильно ответили Света Вас, Люба Хван, Евдокия Петухова. Поздравляем наших победителей. Кстати, нашим победителям хочется сказать, что сегодня достается еще и дополнительный приз, но пока что нет. Нашим победителям пока что достается только респект и уважение от всех наших друзей. Но, друзья, если это видео также наберет большое количество лайков и наша рубрика «Стоп-кадр» зайдет в тренды, тогда, возможно, появится спонсор, которому будет интересно дарить подарки победителям этой викторины. Уважаемый спонсор, если вы смотрите нас, напишите нам на почту или на наш WhatsApp номер. А мы переходим к нашим реакционерам. Друзья, в прошлых выпусках я обратился к вам, чтобы вы присылали реакции вокалистов, которые вам понравились. И вот эту реакцию мне прислала наша общая с вами подруга Никита. Думаю, друзья, вы лучше меня сможете оценить вокальные данные этого бульдога. И я, конечно, рекомендую вам подписаться на канал Карлоса Рохаса Моралеса, потому что у него всего 2 подписчика. А я думаю, что такой удивительный вокалист, он требует нашего внимания. А показать вам эту реакцию я решил, потому что очень много комментариев, в которых вы присылаете ваших любимых вокалистов и также делитесь интересными мыслями. И некоторые из них я по нашей традиции зачитаю. Привет всем! Конечно, я ее знаю, и я подписан на нее, и мне очень интересно про нее все. Это про Лизу Жаров. Кстати, друзья, если вы хотите посмотреть предыдущие серии нашего шоу, вы можете перейти по подсказке или в конце нашей передачи зайти в описание, там будут ссылки на предыдущие серии. Я вообще смотрю в основном на реакцию профессионалов по вокалу. Очень интересна их реакция на Димаша. Первая реакция они разбирают, останавливают, а последующие уже смотрят, наслаждаются и уже потом комментируют. Ну, конечно, останавливая видео, делают акцент на чем-то необычном. А Джастин вообще красавчик, он в восторге, и его мама, и бабушка. Спасибо, ребята, вы как всегда лучшие Алматы. Алматы, большой привет. Друзья, я рад, что вам нравится наш выбор, но не забывайте, что вы можете также присылать ваших любимых реакционеров, и мы зайдем к ним на страницу и познакомимся с ними поближе. Полина Ким. Уже 56 тысяч и 1/10. Всего за 104 минуты. С такими темпами уже и до второй серебряной кнопки недалеко. Алга Петербург, вы классные, с вами всегда интересно. Друзья, я тоже очень рад, что нас с каждой минутой становится все больше. Но с серебряными кнопками надо быть осторожней. Знаете, что делает серебряная кнопка с нашими доброжелателями? Доброжелатели, привет! Мэри Маша. Сколько бы Джастин не репетировали, до Димаша ему как до звезды. Спасибо, Ванечка, за выпуск. Всегда рада вас видеть и слышать. Спасибо вам за ваш комментарий. Единственное, что я хочу здесь отметить, друзья, давайте будем терпимее к тем, кто только начинает свой вокальный путь. Да. Как вот ему удается? Друзья, я бы хотел, чтобы мы еще больше поддерживали вокалистов, которые рассказывают о Димаше, которые делают реакции, которые чему-то учатся у многоуважаемого Димаша Канатовича. Все-таки они открывают Димаша своей аудитории, а это очень полезно для его популяризации. И Джастин, обладая аудиторией почти в 1,5 миллиона, я думаю, что вносит небольшую лепту для выполнения нашей общей с вами цели. Поэтому давайте Джастину скажем большое спасибо. Ну а для того, чтобы сказать спасибо любому YouTube-каналу, достаточно просто поставить лайк вот здесь вот снизу под видео. Ну а теперь, друзья, давайте перейдем к нашим сегодняшним... Говорит, что мне понравилось, кроме того, что он прыгает с высокой на низкую ноту, без потери качества, что невероятно. Мне понравилось... Это самое лучшее оперное пение, потому что есть и чистота, и глубина.
Друзья, подробнее эту и другие реакции вы сможете посмотреть на канале Ленор. Он может сделать все, что угодно. Он говорит, может очень тянуться очень далеко. Очень гибкий у него вокал. Тут она говорит, что сочетание вот мимики, вокала и контроля над телом здесь просто невероятно. Друзья, эту и другие реакции полностью вы можете посмотреть на канале Ленор. Ссылка на канал будет в описании. Обязательно заходите. Если вам понравится, подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Хотя я думаю, что вы, наверное, уже эти реакции много раз смотрели. Здесь 3,5 миллиона просмотров. А цель наших с вами передач – это познакомиться с реакционерами поближе, узнать, что они за люди. Тут она говорит, друзья, в этом видео я научу вас увеличить свои шансы на великолепное выступление, когда вы поете на сцене. Ну, давайте посмотрим. Она говорит, что дело в голове. Надо сказать Саше Карельскому, он как раз сейчас занимается вокалом, надо сказать, что на самом деле ему медведь на ухо не наступал. Ему просто нужно собраться с мыслями. Я понял, что до Димаша мне пока еще очень далеко. Ну все понятно. Даже если вы ошибаетесь, делайте вид, что все в порядке. Если вы забыли слова, если вы поете мимо нот, делайте вид, что все в порядке. Я думаю, что это классный совет. А это значит, что первый сольный концерт Саши Карельского все ближе и ближе. Слушайте, ну вот такое вот, кстати, в онлайне не сделать. Это надо вот прям, это надо, получается, с преподавателем находиться в одной комнате, чтобы лучше понять. Слушайте, вот я вот сейчас посмотрел этот урок, мне даже кажется, что я лучше стал петь, хотя я вообще не умею петь. Вау, круто. Она же очень круто поет. И в шоке. Представляете, от того, как поет Димаш. Это как получается тогда Димаш поет? Есть прикольный плейлист у нее на канале, где она показывает, как можно петь и заниматься йогой. Слушайте, я такого никогда не видел. Интересно, а как ее соседи относятся к вот таким занятиям? Ага, Голландия. Друзья, мне вот стало интересно, я заметил, что какой-то очень необычный у Ленор подход к обучению вокалу. Это вот йога с пением. И то, что соседи не против, что она так занимается. Мне стало интересно, а из какой она страны? Степенсонстрат. 1097, Амстердам. Так, ну в принципе на машине за день и 2 часа можно доехать. А пешком всего 18 дней. Как вам такая крутая современная анимация? Стефенсонстрат. Какой интересный все-таки город Амстердам. Чем удобно современные технологии, вот можно вот так вот встать посередине улицы и не бояться, что проедет какой-нибудь трамвай. Кстати, есть версия, что Петр I построил Петербург таким, какой он есть, после поездки в Голландию. Так что, друзья, если будете в Амстердаме, то обязательно записывайтесь на вот эти удивительные занятия вокалом по особым технологиям от Ленор Орен. Кстати, она тут пишет, что ее студенты в самом разном могут быть возрасте, и она пишет здесь самый возрастной фрешмен. Фрешмен – это новичок. Был
в возрасте 68 лет. Поэтому, друзья, никогда не поздно начинать петь. Друзья, ссылка на Ленор Орен будет в описании. Переходите к ней на канал, подписывайтесь на ее канал, если она вам нравится. Если вы хотите заниматься пением и йогой, я думаю, что она будет очень рада. А следующий гость на нашем канале – это музыкант, которого вы очень часто просите в комментариях показать. Это Кен Темплин. И я вам сразу скажу, что у него 883 тысячи подписчиков. И он также открывается как музыка. Даже не знаю, с чего начать. Очень удачно я зашел. Курсы пения для начинающих. Смотрите-ка, так глядишь, я и раньше карьеру музыкальную начну, чем Саша Карельский. Друзья, у меня хорошо получается, я не слышу просто. Круто, почти как оригинал. Ну, друзья, что скажешь, настоящая рок-звезда Кен Темплин. Всем привет, добро пожаловать в Академию вокала Кена Темплина. Наша Академия мирового уровня поможет вам в вашем музыкальном приключении. У него 40 CD и 25-летний опыт выступлений. Причем выступлений, он здесь пишет, турне. То есть он по турне ездил. Кен Темплин, американский христианский рок-исполнитель. Темплин известен своим вокальным диапазоном, сочинил музыку для телевидения и кино. «Секс в большом городе», если кто знает такой американский сериал. «Спасатели Малибу», «Melrose Place». Во всех этих знаменитых сериалах он принимал участие. В кино он принимал участие в «Ангелы Чарли», «Машина времени в джакузи», «Инспектор Гаджет». Также имеет отношение к группе Kiss. Друзья, это вот по-настоящему музыкант мирового уровня. Говорит, хотите, чтобы у вас была сила вокала? Вы можете, приходите ко мне в Академию. Говорит, приглашаю вас в путешествие, которое будет незабываемым. Ничего себе, такие у него выпускники так круто поют. Если бы я выбирал себе учителя по вокалу, то я бы, конечно, записался к Кену Темплину, потому что очень круто поет. Ребята, которых мы только что увидели, а это, конечно, супер. Друзья, вам интересно, что такого уровня певец говорит о Димаше? Давайте я вам покажу. Говорит, когда говорим о Димаше, самое основное, что приходит первым на ум, это его вокальный диапазон. Мощный голос, мощный и великолепный, идеальный голос. But first, the coolest thing ever is that Dimash came from Kazakhstan, as you guys probably know. He didn't come from LA, he didn't come from New York or Nashville. Говорит, но самое удивительное и самое крутое, то что Димаш пришел из Казахстана. Он говорит, не из Нью-Йорка, не из Лос-Анджелеса. Друзья, напишите в комментариях, может нам устроить с Кеном Темплином совместную экскурсию в Академию имени Жубанова. Тогда он поймет, что не только в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе есть великолепная музыкальная академия. Or Canada, or the UK, or Australia, or whatever. He came from a fairly remote place, and I was going to say something about excellence. What's cool about excellence is revered around the world. So, if you're excellent at something, it doesn't matter where you come from, you're just excellent at it. Ну да, но тут он говорит, на самом деле, если вы
мастер в своем деле, если у вас есть невероятное мастерство в своем деле, неважно, откуда вы приехали. And the whole world has to acknowledge that. So that's Весь мир, он говорит, что должен это принять. about Dimash is that comes to mind is he's an instrumentalist, and I think that says a lot about why he took his singing so seriously, because you instrumentalists out there know. Он говорит о том, что Димаш, он инструменталист, и поэтому, может быть, даже он так хорошо поет. Well, your voice is an instrument, and so. Да, говорит, ваш голос это тоже инструмент, поэтому если вы достигли мастерства в других инструментах, то для голоса это тоже полезно. Something else I think that makes him great is his mysteries. The guy is just kind of shrouded in mystery. Да, говорит, но самое, конечно, вот интересное, это магия, его волшебство. Да, друзья, очень интересный ролик. Обязательно переходите на канал Кена Темплина, смотрите. Это довольно свежее видео, 2 месяца назад, и всего 64 тысячи просмотров. Но, к сожалению, без субтитров. Друзья, если хотите, чтобы мы сделали, может, перевод и подробно рассказали, о чем говорит Кен Темплин, напишите нам в комментариях. И если вам это будет интересно, я думаю, что наша великолепная команда профессионалов из 3 человек, мы сможем это сделать. Но в любом случае, друзья, заходите на каналы к нашим удивительным реакционерам, подписывайтесь и ставьте им лайки. И также можете приглашать на нашу передачу ваших любимых реакционеров. Можете нам присылать ссылки на них и их имена в комментариях. Можете прямо реакционерам писать в комментариях, чтобы они приходили к нам. У нас двери всегда открыты для всех вокальных тренеров, для всех реакционеров, да и в принципе для всех. Мы рады будем с ними пообщаться, задать им интересные вопросы в приятной атмосфере легкой беседы. Поэтому, друзья, если вам такой формат будет интересен, обязательно напишите. А теперь, друзья, пришло время для нашей викторины. Сейчас на экране появится стоп-кадр. Так как вы очень хорошо разбираетесь, где, когда и как выступал Димаш Канатович, я решил, что в этот раз наша викторина претерпит некоторые изменения. Теперь вы можете не только писать, откуда это стоп-кадр. Кстати, я его немного модифицировал, чтобы было немного посложнее. Но еще вы можете придумать интересную, смешную, а может быть философскую подпись. И, естественно, самые лучшие авторы попадут в эфир нашей следующей передачи. А на этом все, друзья. Увидимся с вами в следующих передачах. Всем пока.